Всем привет! Сегодня я наконец-то расскажу вам об итогах моего конкурса. Для тех, кто не знает или открыл это видео случайно, у меня проходил недавно конкурс, на котором я давала свои исходники, и нужно было сделать с ними обработку в фотошопе. В этот раз произошел какой-то просто мега-бум, потому что максимально, вот раньше в моих конкурсах участвовало 400 человек, и то, по-моему, это моменты, когда можно было делать по 2 работы на конкурс. В этот раз все было строго ограничено, можно было делать одну работу от человека, и на конкурс вышло 800 работ, и это очень много, и поэтому вариант с проведением стрима сразу отпал, потому что критиковать полноценно, разбирать каждую работу просто нереально и невозможно. Поэтому в этот раз я запишу такое видео с реакцией на свои самые любимые работы. И в конце, конечно же, покажу вам топ-10 победителей, которые делали самые лучшие работы на этом конкурсе. Конечно, после просмотра этого видео некоторые из вас могут расстроиться и как-то обозлиться на меня, что вот я обделила их вниманием, и их классная работа не попала в мое видео. И я могу вас понять, потому что каждый из вас сложил в свою работу частичку себя и потратил большое количество времени на создание арта, но все-таки я хочу, чтобы вы поняли, что конкурсы нужны в первую очередь для того, чтобы вы с помощью тех же тегов могли узнать каких-то новых ребят, которые сейчас занимаются творчеством, найти каких-то единомышленников, получить побольше актива. И поэтому я прямо сейчас призываю вас после просмотра видео обязательно посмотреть закрепленный комментарий, там будет ссылочка, которая приведет вас в Инстаграм, где по тегам можно найти как раз-таки всех участников. Обязательно посмотрите все работы, полайкайте те, которые вам нравятся. Возможно, вы сможете найти художника, чей стиль вам очень нравится. Все-таки у всех абсолютно разные вкусы, все мы разные люди. Возможно, вы сможете найти человека, который близок вам по духу. Ну и тем более, вы просто можете проявить активность под постами ребят, поставить им лайки, написать какие-то комментарии, им точно будет приятно. Но в этом видео я покажу свои самые любимые работы с этого конкурса, и в конце видео я покажу вам топ-10 лучших работ. Так что поехали! И первая работа, которую мне бы хотелось отметить, это работа Runmade Arts. И мне очень нравится этот арт, нравится здесь работа с персонажем и этот меч. Единственное, что я знаю, что этот фон собран не с нуля, и это немножечко понижает уровень этой работы, потому что он взят готовый и красивенько доработан, что, возможно, не очень с точки зрения соблюдения авторских прав, но арт действительно выглядит довольно интересно. Следующая работа — это работа Slack Lights. Опять же, на самом деле, работа с персонажем здесь очень классная, прикольно сделаны волосы. Не похоже на дорисовку, скорее всего, это сверху такой парик накинут, как-то доделан. Тут, к сожалению, нет материалов, невозможно посмотреть. В целом, очень классно сделана одежда. Да, есть косяки с фоном, то, что везде такой очень яркий огонь, хотя вдалеке он будет более тусклым, но работа, правда, очень годная. Мне она очень понравилась. Вот такую работу я увидела, и здесь, наверное, хочется вам сказать, что сразу постите 16:9, чтобы человеку не пришлось листать и понимать вообще, что на самом деле работа просто огромная. Опять же, здесь огромное количество работ с персонажем, именно поэтому эта работа здесь. Очень прикольные такие цветные грибы, и действительно много работы над одеждой. Возможно, не везде идеально, но выглядит довольно хорошо. Следующая работа меня очень зацепила работой с персонажем. Наверное, здесь каждый практически арт я буду говорить, как классно поработали с персонажем, но вот здесь работа с персонажем особенно хороша, особенно если посмотреть на исходники, то вот видно, что вот использовали материал с этой лучницей, вот такой корсет, и в итоге все дорисовано, в том числе волосы, макияж на лице. Очень круто, очень сочно. Шикарная работа. Это очень мягкий арт. Я просто обожаю эти цвета, это небо. Было вообще просто мега шикарным решением так сделать задний план. Да, с точки зрения реализма это не совсем верно, но с точки зрения арта выглядит просто шикарно. И да, эта работа могла бы попасть в топ. Но по сравнению с ребятами, которые попали в топ, здесь относительно немного исходников, что говорит о том, что не очень много работы именно над матпейнтом, каким-то фотобашем, поэтому, к сожалению, только в моем избранном, в моем сердечке эта работа очень хорошая. Вот эта работа зацепила меня своими светлыми цветами, и с одной стороны может показаться, что тут нет ничего особенного, но на самом деле работа сделана очень хорошо по цветам, вот если бы не этот туман. Если бы не туман, было бы просто шикарно, выглядел бы как очень классный, крутой постер, но немножко здесь переборщили с этой дымкой, и стало немножечко грязновато от него. В любом случае, мне эти светлые оттенки, вообще такая светлая атмосфера очень нравится. Лепестки сакуры и ветер тоже добавляют какой-то динамики, так что выглядит классно. Следующая работа, и тут такой просто мега эпик, куча волн, брызг. Очень хорошая обработка лица и
очень много динамики в этой работе. Конечно, здесь огонь немножко сливается с фоном, из чего появляется такое белое-белое пятно в работе, но это вообще не критично, потому что арт очень хороший. Следующая работа, которую я вам хотела показать, наверное, это не самая лучшая работа с точки зрения исполнения, потому что здесь практически нет подгона по цветам и нет какого-то света, но я нигде не видела себя с фиолетовой кожей, я считаю, что это очень необычно, и поэтому мне хотелось показать эту работу как что-то креативное, потому что, просто поверьте, за 5 или сколько там у меня конкурсов было, я видела уже столько артов с собой, что меня действительно мало что может удивить. И когда я вижу что-то необычное, может даже не в самом шикарном исполнении, меня всегда это очень сильно радует. И вот одна такая работа, как пример того, что даже без света какого-то прорисованного, знаете, все же любят рисовать контурный свет, засвет, без него выглядит очень классно, и кожа просто шикарно сделана. И волосы, кстати, здесь они доработаны с помощью парика, очень классная идея. Вот креатив может быть везде, даже когда кажется, что все уже придумано. Следующая работа. В этой работе я бы очень сильно хотела отметить то, как проработан персонаж. Вы просто посмотрите на эти ботинки. Это 3D или какой-то такой удачный исходник, но ботинки смотрятся просто классно, и в принципе вся одежда проработана шикарно. Ну вот, тут в принципе видно, да, что это 3D. Ботинки, походу, очень хорошо подошли и очень хорошо доработаны. Прям действительно очень хорошая работа, такая реалистичная. Поработать бы немножко вот с огнем и с искорками, и будет просто мега кайф. Ну и так, мега кайф, так что мне понравилось. В этой работе я бы хотела сказать, что вот этот ракурс, он почему-то вышел очень удачным среди тех, кто его брал. Каждая, мне кажется, работа с этой фоткой, она выглядит очень сочно и очень хорошо. Она сложная, да, я понимаю, что искать исходники под такую фотку очень тяжело, но те, кто ее выбрали, вообще не прогадали, потому что, не знаю, мне кажется, я тут очень пафосно иду, это добавляет какого-то эпика. И, в принципе, если подобрать ракурс снизу, выглядит очень хорошо. И здесь, в принципе, все сделано очень хорошо, кайфовые лужи. Возможно, здесь что-то не так с масштабом, вот здесь рядом с велосипедом, но в остальном тут нет какого-то надоедливого уже контурного света, все такое реалистичное, такое четкое, и от этого это смотрится очень классно. Что касается этой работы, мне очень понравилась история. Здесь есть какой-то сюжет, я не просто рандомно стою в поле с мечом, здесь я обороняюсь от самураев, прикольная работа с одеждой. Конечно, местами этот туман добавляет немножечко грязи, но в целом эта работа зашла мне именно потому, что здесь есть история, есть какой-то сюжет. Эту работу мне бы хотелось отметить как пример такой довольно динамичной работы. Да, кстати, вот так меня разрезали, чтобы сделать эту позу. Мне очень нравится, что какие-то места здесь заблюрены с помощью motion блюра. Волосы такие растрепанные, очень классный меч. В принципе, дождь, как он отскакивает от железа. Единственное, что не хватает на переднем плане, наверное, побольше капель более крупных. Да и в целом здесь тоже, например, капель, чтобы они отскакивали сильнее от переднего плана. Но в основном именно из-за динамики мне очень понравилась эта работа. Также хотелось бы отметить вот эту работу. Я почему-то, когда ее увидела, подумала, что она вдохновлена Асабиным, потому что он недавно делал похожий арт, как раз там со сферой в небе, с такими знаками, запретной зоной. Что-то в этом похожее, наверное, есть. В целом, очень приятная работа. Единственное, что мне показалось, что вот эти вот кубы в воздухе, они какие-то вот как будто их достали из 3D, и они слишком идеально гладкие для этой картинки, потому что здесь все такое шумненькое, такое все грязненькое, и вот висит такой идеально гладкий куб. Немножечко, возможно, это как-то выбивается. Плюс немножко темно в этой части работы получилось, но не отменяет того факта, что автор очень хорошо поработал. Насчет этой работы хотела бы сказать, что очень многие делали из меня Танжера, и на самом деле это очень прикольно. И, наверное, все работы с Танжера сохранила в закладке, потому что что-то я пересмотрела Клинка, и мне все очень нравилось, но в итоге оставила, по-моему, несколько работ с ним. Вот одна из них, и мне нравится, как здесь поменяли одежду, сделали фон, да, он немножечко с косяками, но в целом это все прям под канон аниме. Из-за этого этот автор получает мое такое уважение. Да, я анимешник в 21 год и горжусь этим, и в чем проблема, собственно. Следующая работа зацепила меня светом. Здесь есть немножко мыла, какая-то даже мыльность магии, но это добавляет этой работе какой-то изюминки, потому что ты смотришь на эти пылинки внизу, и они сзади более тусклые, спереди более объемные. Это все добавляет объема и смотрится из-за этого очень классно. И в целом, мне кажется, голубой цвет всегда такой очень
очень выигрышный. Следующий арт, и это все сделано в 3D. Блин, мне бы так 3D-шить на самом деле. Очень классная работа, очень атмосферная, очень приятные цвета. Я обожаю фиолетовый. И здесь фиолетовый, желтый цвет идет на человека. Выглядит это просто мега кайф. Возможно, свет падает не совсем правильно, потому что он сейчас падает на меня, как будто я совсем плоская, как будто я картоночка, и просто вот там вот расположена, а все-таки какие-то части у меня выпирают, там рука, голова все-таки повернута, и свет должен быть расположен немного по-другому. Так что есть тут такой небольшой косячок, но вся эта динамика выглядит просто бомбезно. Эту работу мне бы хотелось отметить как пример человека, который очень классно поменял одежду, сделал мне костюмчик паука. Единственное, что я не такая плоская, да, я окажусь плоской, но и не такая плоская, не надо, но в остальном получилось очень классно. Там еще была точно одна работа с паучком, тоже очень классная, и там тоже прикольно поменяли костюм, так что на самом деле я не думаю, что так легко поменять в определенной позе костюм, это нужно все подогнать, чтобы были вот эти вот искажения, так что автор очень серьезно постарался. В следующей работе мне бы хотелось сказать одну вещь. Зачем эта штука здесь? Зачем перо на полэкрана? Оно очень сильно отвлекает внимание от того, насколько хорошая эта работа. Потому что, если так посмотреть, здесь изначально была очень хорошая композиция. Тут центральная композиция, сзади какие-то объекты, спереди эта машинка, завалы, очень хорошее небо, которое может добавить крутой свет, и он здесь есть. Но вот это перо, оно закрыло в итоге пол картинки, забирает все внимание на себя, и вместо того, чтобы рассматривать арт, ты смотришь на розовое пятно и думаешь, а почему оно тут? Короче, я делаю вид, что не замечаю этого пера и ставлю лайк этой работе. Следующая работа, во-первых, она выглядит очень стильно и очень хорошо. Я не могу сказать, что здесь изменена одежда, по-моему, здесь просто перекрашена моя кофта. Очень классно, реалистично накинут вот этот знак на спине. То есть, видите, здесь есть как раз-таки все эти вмятины, это смотрится реально реалистично. В целом, вся замена одежды и весь фон выглядит просто гипер классно и очень-очень хорошо. Но больше всего кайфа в этой работе, когда открываешь первую страничку, и тут включается анимация. Да, она простенькая, но это выглядит очень интересно. И даже такая маленькая деталь добавляет какой-то живости, какого-то погружения в картинку. Поэтому хотелось бы отметить этого автора. Следующая работа, и просто посмотрите сначала, сколько здесь очень мелких деталей, сколько здесь исходников, сколько здесь отсылок на то, что происходит у меня, сколько здесь вообще моих артов, каких-то фотографий, каких-то интересных штучек с отсылками к фотошопу. Это все очень атмосферное, это все добавляет этой работе какой-то истории, какой-то живости. И все-таки, так как это работа для меня, я вот вижу все эти отсылки, мне очень приятно. На самом деле, как видите, тут фотка не похожа на то, что давалось в конкурсе, потому что здесь из многих-многих фоток собрана вот эта поза на стуле. Это выглядит очень классно, мне прям действительно понравилась эта работа своей атмосферностью и тем, сколько в ней классных отсылок вообще. Большое спасибо автору этой работы. Мне прям очень приятно было его видеть. Следующая работа, и опять очень-очень классная работа с персонажем, с одеждой. Опять же, возможно, здесь стоило бы чуть больше поработать с фоном, потому что здесь немножечко возникает, мне кажется, проблема с масштабом и с вот этим огнем, который выглядит довольно плоско из-за того, что его просто накинули как футажик. Скорее всего, просто накинули как футажик. Ну да, в целом так и есть. Но в остальном работа над персонажем, она здесь занимает просто главную деталь. И, в принципе, эта композиция построена так, что у тебя внимание сосредотачивается именно на персонаже, поэтому это круто. Хоть и в этой работе и неправильный горизонт относительно исходника, все вот эти мрачные цвета, вот этот красный, даже жирный контурник, они добавляют какого-то стиля этому арту, и он выглядит хорошо. Мне нравится. Это очень крутой арт, и он на самом деле может показаться довольно простым, но здесь использовано огромное количество просто разных исходников, и все это смотрится очень целостно и очень круто. Просто посмотрите, как это выглядит. Даже вот эти лучи, они в целом выглядят довольно интересно. Поэтому плюс еще мои любимые цвета. И это действительно очень хороший арт. За что спасибо автору. Снова просто шикарная работа с одеждой на персонаже. Я не знаю, вы так все прокачались в работе с одеждой, что у меня просто слов нету. Вот это, наверное, практически одна из моих любимых работ, где изменена одежда, потому что здесь выбран такой интересный самурайский стиль с такими рожками, красным цветом. Это прям смотрится очень интересно и круто. И даже вот эти аберрации,
они добавляют работе какого-то своего шарма. Так что огромный лайк за этот арт автору. Опять же, работа с этой позой, где эта поза выглядит просто мега эпично. На самом деле здесь не так много исходников, но все они очень хорошо подогнаны друг к другу, и все выглядит довольно целостно. Единственное, что у меня появляется вопрос, а почему в руке эта кофта, потому что я вроде в кожанке, зачем мне еще рубашка какая-то, но это уже такой логический вопрос. В остальном работа выглядит такая мега эпик, такая крутая, пафосная, все в этом духе, так что лайк. Это, возможно, тоже не одна из самых сложных работ, но здесь мне очень нравится, как поработали со светом. От меча идет очень теплый свет, который красиво ложится на лицо, на руки, а также на ноги и на землю, и при этом это выглядит очень реалистично, и эта тьма вокруг добавляет какого-то такого шарма этой работе, поэтому она очень хороша. Опять же, мне очень нравится эта работа по идее и по сочетанию цветов. Такой кислотно-зеленый, желтый горизонт, серое-серое небо, скелеты, какие-то духи. Наверное, это дух скелета. Не знаю, просто скелет в воздухе. Я так понимаю, что, возможно, я высасываю жизненную энергию из этого несчастного скелетика, но выглядит это очень интересно. Прям как будто постер какого-то фильма. Опять работа с этой позой. Единственный вопрос, как? Просто вот скажите, как? Ого, 3D. Блин, я не знала, что это в 3D сделано. Ничего себе. Это поворот. Простите, вот опять же, я листаю все, но потом в какой-то момент я забываю, что что-то там сделано в 3D, например, вот как здесь. И потом открываю, очень сильно удивляюсь и такая, ничего себе. Какие дела? Короче, единственный вопрос, как я так держу огромную сумку большим пальцем. Это странно. Но в остальном работа прикольная, довольно интересная. Короче, очень такая масштабная, объемная работа. Мне очень нравится работа над окружением. И то вообще, как вот я сделана таким инопланетяшкой с рожками. Это выглядит очень интересно. Просто я ставлю тут вот этот спидпейнт, в котором показано, как собиралось окружение. Посмотрите на это. Это просто очень классно. Единственный совет: делай чуть светлее, потому что очень много темных участков. Из-за этого теряются все очень классные детали, над которыми столько было произведено работы. Так что вот немножечко перетемнило в последний момент, но в целом работа очень классная. Еще бы хотелось показать вот этот арт. Здесь прикольно сделано окружение, огонь сзади, такой свет, причем не контурный, а очень мягкий и довольно классный. И мне очень нравятся волосы. На самом деле, я люблю, когда их делают больше такими растрепанными, потому что это добавляет реализм. Посмотрите, какие они у меня постоянно. Они всегда куда-то не в ту сторону растут. Короче, растрепанные волосы, они добавляют реализма. И вот один из примеров. Тут тоже есть такая динамика за счет вот этой ленты от катаны, видимо. И в целом очень классно собранный фон. Какой-то пожар, дракон, крутяк. Поработать бы с одеждой, и просто вышел бы мега крутой арт. Очень мягкая, приятная работа за счет света и работы с одеждой. Немножечко счетерили, тут обрезали по пояс, чтобы, возможно, не делать арт полный рост, но в остальном все очень классно. И немножечко, наверное, переборщили с тенями на лице, потому что здесь как-то выделяется часть щеки, то немножечко странно выглядит, но в целом как такая 16:9 работа с главным персонажем. Работа выглядит очень классно, очень мягко, такой туман приятный. В общем, красота. Работа с зеницей, мне очень нравится фон, мне очень нравится вся динамика, мне нравится туман, мне нравятся заблюренные листочки на переднем плане, мне нравится этот воробушек, эти листочки, которые летят, этот меч даже с молниями, просто все классно в этой работе, но кимоно немножечко недоработано. Тут прям видно, что с этой стороны плечо как-то немножечко сжалось и выходит довольно странная поза перекрученная. Я думаю, что нужно, наверное, было побольше поискать рефов именно с одеждой. Если доработать одежду, это просто будет офигенный арт. Но вот как раз-таки кимоно, оно немножко здесь подкачало. Следующая работа, и здесь просто огромное количество работы с персонажем. Опять же, здесь тяжело все показать, потому что немножко обрезано. Но здесь очень много деталей, какой-то одежды, каких-то разных украшений, которые добавляют персонажу какой-то наполненности. Очень классно выбран свет сзади. Единственное, что очень много контурного света на горах, я уже от этого как-то отвыкла. И, наверное, немножко мыльная трава, которая появилась здесь на переднем плане, из-за того, что она светлая, кажется, что она и тут, и тут, и тут, а не на переднем плане. И это немножечко сбивает с толку. Поэтому только вот в такой подборочке, они где-то в топе, но работа с персонажем, правда, классная. Еще одна такая работа, она относительно очень простая, но опять здесь есть довольно прикольная анимация, которая добавляет объем этой работе, помогает как-то больше в нее погрузиться, и это добавляет какого-то шарма. Ну и вот такая очень массивная работа, в которой очень-очень много зданий,
деревень. Единственное, что из-за тона все немножко слиплось. Если бы это расклеить по тону, это добавило бы кучу воздушной перспективы объема этой работе. Если сделать более насыщенным огонь на переднем плане, а не блюжить его, это бы тоже добавило насыщенности этой работе. Но я просто могу отметить огромное количество работ над всеми этими исходниками. Это действительно очень классно. Еще какое-то немножко прям сверхшелковое кимоно получилось. Так что порешать бы эти проблемки, и будет намного круче. На самом деле было еще много классных работ, в которых ребята делали очень классное окружение, но меня делали вот примерно вот такого размера и никак не обрабатывали. Такие работы, к сожалению, я как-то сегодня не отмечала, потому что это было бы, наверное, неправильно по отношению к другим ребятам. Все-таки конкурс был на обработку моей фотографии, и поэтому работы, в которых в основном акцент идет именно на окружение, где персонаж практически не видно, не совсем учитывались. Также мне бы хотелось отметить ребят, которые делали рисунки, а именно вот эти два арта. Это просто шикарно. Они оба очень стилевые и выглядят очень классно. Так что большое вам спасибо. Я очень рада, что участие принимают не только фотобашеры, но и какие-то уже художники, которые делают очень стилевые арты. И сейчас мы наконец-таки перейдем уже к топу 10, потому что многие из вас ждут именно этого момента. И некоторые, кто уже хотел, по-любому перемотали на топ-10, чтобы посмотреть, а кто же там победил. И на самом деле, сразу скажу, что среди топа 10 нету четкого распределения на 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 место, потому что распределить эти работы просто, мне кажется, нереально. Они все очень классные, очень скилловые, и как-то ставить их в какой-то рейтинг действительно очень тяжело. Я попробую сделать это условно, но это практически нереально. Хотелось бы отметить, что на самом деле самая серьезная борьба развернулась за 3 место, потому что когда я увидела работу, которая заняла 1 место, у меня сложилось четкое сразу вот впечатление, что это 1 место, эта работа займет 1 место, она будет на 1 месте. И когда я увидела 2 место, я такая, блин, если бы не 1 место, она бы была на 1 месте, и поэтому этой работы 2 место. А вот с 3 местом я действительно очень долго думала, потому что очень много достойных работ, и выбрать что-то одно, что займет 3 место, это так сложно. Это очень сложно было. Поэтому сейчас я постараюсь показать вам топ, обсудить все эти работы. Кстати, сейчас, пока я болтала, вы, возможно, видели это вот работы всех участников, 800 с лишним работ от ребят. Многие из них я как-то не показывала в этом ролике. Но напомню, что есть тег, по которому можете перейти. Это Forelli 50K. И если вы по нему перейдете, вы сможете посмотреть все эти работы, полайкать ребят, прокомментировать их, подарить им чуточку своего актива, чтобы ребятам было приятно. Да реально, посмотрите, сколько много классных артов. Это просто жесть. Но вы еще топ-10 не видели. Ух! Ну и погнали смотреть на топ-10. И 10 место — это работа Седов. Топ. Чё, прости, что не 6. Кто понял, тот понял. Очень классная работа с 3D, с доработкой потом 3D, с помощью различных граффити, света. И я просто максимально кайфую с рук, которые сделаны с таким целлофановым каким-то материалом. Вот очень похоже на то, что у меня сейчас надето, но такое прозрачненькое, светленькое. Выглядит очень классно. Да, я здесь стою в туалете. И что? Арт действительно очень классный. Самое главное, реалистичный, что я очень люблю. Поэтому эта работа вошла в топ 10. 9 место занимает работа Phoenix Art. Это работа по новому фильму Marvel, который планируется к выходу. Вот тут даже есть постер, который прям стилизован, и это выглядит прям мега кайфово. Мне очень нравится, прям очень нравится, как проработаны здесь волосы, как сделаны на них свет, все эти вот эти засветы, как сделан контурник на персонаже. Да и, в принципе, вся эта идея, как будто это постер, работа над одеждой, над этим сиянием. Все это выглядит очень сочненько и очень классно. Мне тут не к чему придраться, заслуженное 9 место. 8 место занимает Else Art. Его работа называется Neon Samurai, и мне очень нравится, как он доработал ноги, руку, меч, добавил все вот эти вот неоновые вставки. Из-за этого работа выглядит очень классно. Возможно, если поработать больше со светом, работа стала бы еще интереснее, но в целом фон и эта идея с неоновыми конечностями, она очень крутая. Так что за необычность идеи и исполнения 8 место. Это мега эпичная поза на фоне этого эпичного вентилятора с хлыстом. И этим хлыстом я, видимо, буду бить тех, кто начнет писать, что в топе должен быть другой
плохой человек, и вообще топ сделан неправильно, и вообще не согласен с моим мнением, вот этим хлыстом и получите. Ладно, я шучу, успокойтесь. У всех свое мнение, не осуждаю. Очень такая эпичная работа. Мне очень нравится описание, но не только из-за описания эта работа в топе. В основном это, конечно же, работа со светом, работа с идеей. В целом идея здесь довольно интересная. Единственное, что у меня почему-то такое чувство, что с перспективой здесь немножечко налажали, но оставим этот вопрос открытым. Следующая работа, и на самом деле, скажу так, сейчас будет 4, 5 и 6 места, и на самом деле, вот среди них я не знаю, кому какое место присудить, я правда не знаю, то есть у меня примерно 0 идей, как распределить эти работы по местам, потому что они мне нравятся на одинаковом уровне, и мне тяжело расставить их в определенном порядке, поэтому даже не буду пытаться этого делать. Я пыталась уже несколько дней, ночей, недель, годов, лет, да, лет, точно. Я пыталась, но это было сложно, поэтому я покажу вам эти работы. И первая работа — это работа Outcast. Это очень сильная такая реалистичная работа, пурга, работа с персонажем, со светом, который здесь огонечки. Прям очень кайфовая работа. Единственное, что она такая довольно монотонная, не хватает, может быть, чуть больше каких-то цветовых акцентов, но учитывая всю эту, в принципе, погоду, все вот это, всю идею, что я придираюсь к тому, что здесь как бы больше цветов можно было добавить. И так, все очень классно, все очень так реалистично и красиво. Следующая работа — это работа Эндеркопи. Это огромный арт 21/9 с каким-то диким эпиком. Эндеркопи даже сам сфоткался, чтобы поставить себя сюда. И в целом здесь такое противостояние довольно интересное, что добавляет картине какого-то эпика, какой-то истории. А как бы история — это, наверное, самое интересное, что может быть в работе, потому что если в арте просматривается какая-то история, какое-то действие, арт становится просто на голову выше и на голову интереснее. И, кстати, поймете это, когда мы дойдем до первого места, потому что там точно есть история. Я уже, возможно, так спойлерю, кто первое место занял. Я думаю, вы уже все поняли, кто первое место, да по-любому, кто смотрел работы, он точно знает, кто первое место. Но пока мы дойдем только до 4, ну, точнее, 4-6. Шикарный скетч и не менее шикарная работа. Очень крутой паук с какими-то зелеными кристаллами, какими-то штуками. Очень классная работа с персонажем. Опять же, мне доработали одежду, мне дорисовали этого дракона от меча. Это выглядит просто мега кайфово, мега сочно. Вот тут, кстати, даже видно, как поменяли одежду. И это прям выглядит хорошо. И опять это просто мега широченный формат. Теперь я хочу просто широкий монитор, чтобы поставить это на рабочий стол, потому что это будет очень классно смотреться. Просто гигантская работа. Эднул красавчик. Дошли. Барабанная дробь до 3 места. Это значит, что этот человек попадет со мной в будущий ролик, в котором будем делать с победителями конкурса. Учитывая мою словопочность, это будет, возможно, через месяц. Но мы с ребятами обязательно делаем совместное видео. Ну и, понятное дело, первые 3 места, по моему мнению, это самые классные арты. И сейчас покажу вам 3 место. Падам! И Серж Безер занимает 3 место. Мне понравилась просто шикарная атмосфера в этой работе и то, как проработан персонаж. Потому что очень мягкие цвета, очень правильная подача света, очень крутая работа с одеждой. Она, кстати, сделана в 3D. Тут есть потом рисуночки, которые показывают, что вообще сделано в 3D. И ты, когда смотришь на это, ты такой просто офигеваешь от того, насколько это, в принципе, классно. Это действительно очень мягкая, приятная работа. Да, возможно, в предыдущих работах в каких-то местах, может, было даже намного больше работы в плане какой-то такой активности с фотобашем, но не могу отрицать, что эта работа выглядит очень мягко, очень приятные цвета. Мне это нравится, поэтому это 3 место. Барабанная дробь — 2 место. Это 23 градуса, окей, 23 бывший дизигн, и это просто сверхреалистичная работа, в которой тоже есть сюжет, есть история, очень много опять работ в 3D, очень много классной обработки. Я действительно не знаю, что добавить про эту работу, потому что это, во-первых, эпик, во-вторых, сюжет и история, и в целом вся эта подача. Опять же, это фотка, которая добавляет здесь какой-то истории, то, что он приказывает чинить мне что-то, что здесь сломалось. Вот, Катя Фиксик пошла чинить робота-игрушку, которую я сломал. Реально есть история, и это классно. Все эти провода, динамика. Ну и сейчас я покажу вам 1 место, и я надеюсь, что вы готовы. И я сначала просто покажу вам это.
Я не совру, если скажу, что когда увидела эту работу, у меня отвалилась челюсть. И тут, наверное, нужно объяснить, что тут огромная история, и она даже показана. Если вы не поняли, тут очень много отсылок на Геншин, в который я в последнее время очень много играю. И вот даже на экранчике Геншин, у которого прервано соединение. Я не думала, на самом деле, что эту фотку кто-то выберет, но эта фотка мне изначально очень понравилась. Я подумала, что будет забавно ее добавить к такой самурайской тематике. Вдруг кто-то ее интересно использует. И вот работа, которая рассказывает историю, а анимация к ней просто дополняет эту историю. У меня реально отвалилась челюсть, когда я это увидела. Это просто шикарно. Это настолько интересно и скиллово, что я даже не знаю, что сказать. Это так. Он выглядит очень хорошо и реалистично, что как бы не может меня не радовать, потому что я очень люблю в последнее время именно реалистичные работы с правильным светом, с правильными тенями и все в этом духе, потому что надоел контурник, надоели какие-то гиперболизации, постерность и все в этом духе. Но когда я увидела, что здесь есть еще и вот это, мое мнение просто было однозначно, что эта работа занимает первое место. Потому что здесь использованы другие мои исходники, которые помогают создать эту историю, катана, лицо. Сергитх, ты гений. Вот что я скажу. Это просто мега заслуженное первое место. Всех порвал, серьезно. Просто шикарно. Обязательно перейдите, поставьте этому человеку лайк. Напишите ему обязательно комментарий, потому что это гений. У меня больше нет слов. Вот такой топ-10 вышел, с топ-3 мы снимем совместное видео. С остальными ребятами я обязательно спешусь в ближайшие дни, чтобы выяснить такие моментики насчет доставки стикеров. Не переживайте, я ни про кого не забуду, напишу в ближайшие деньки. Вот такие работы попали в мой топ и в мое видео, и мне хотелось бы сказать, что в нашем комьюнити просто огромное количество очень талантливых людей, и многих из них я сегодня даже не показала, поэтому настоятельно призываю вас перейти по ссылочке в первом комментарии, он приведет вас в Инстаграм, где вы сможете увидеть все работы, вообще всех участников. Обязательно лайкайте, ребят, пишите им комментарии, им будет очень приятно. Так же, как приятно мне, когда я увидела, что столько людей поучаствовало в моем конкурсе, за что я вам очень сильно благодарна. Ждите видео с победителями. Большое спасибо вам за просмотр. Огромное спасибо вам за участие в конкурсе. Конечно, комментарии открыты для вашего неподкупного и честного мнения, так что с радостью почитаю, если только опять не будете гнать на то, что я не так все сделала. Большое спасибо вам за просмотр. Удачи вам в творчестве и до встречи в следующем видео. Пока! Так могу язык показывать. Всем, кто говорит, что я не умею выбирать работы и у меня нет вкуса. Блин.